самый вредный враг там, откуда не ждешь. На что смотреть при выборе микрофонов? В затычках. В свое оправдание сказал бы, что я сделал это только для видео. Чтобы никакая крыса не шумела. Это то, что может легко выдать фальшь. Конечно же, он есть и в записи. И такие танцы с бубном никому не пожелаю. Привет! Что делать, если для видео нужен саунд-дизайн очень тихими звуками? Сегодня заново озвучим один такой проект. Заново, потому что я его уже озвучил и сдал, и теперь, спустя время, с накопленными знаниями и возможностями, я проведу вас мимо подводных камней коварного ASMR саунд-дизайна. Был у меня вот такой проект. Это видео для спа-салона. Это важно. Я получил этот ролик без какого-либо звука. Надо сделать саунд-дизайн с нуля. Поскольку это спа и вообще бьюти-сфера, звуком мы должны передать комфорт, расслабленность и чистоту. Клиент хотел живые сочные звуки и не хотел никакой музыки. Сразу обращаю внимание, здесь много различных ракурсов, довольно быстрый монтаж, много мелочей в кадре, разных фактур, предметов и, что самое важное, заметьте, все касания и манипуляции очень мягкие, нежные и явно не громкие. Идея, напрашивающаяся сюда сама собой, это озвучить ролик звуком ASMR. Если кто не в курсе, ASMR здорового человека, простыми словами, это когда зрители наблюдают и наслаждаются звуками шороха, шепота, шуршанием самых разных текстур и предметов. Это все происходит в тишине и максимально близко к микрофонам. С целью вызвать особые приятные переживания, мурашки или чтобы просто расслабиться и уснуть. Много интересного с точки зрения именно саунд-дизайна, имейте в виду. Есть уже множество каналов, и как только люди не изощряются. Даже переснимают известные сцены фильмов и создают целые короткометражки с исключительно ASMR звучанием. Но это встречается и в кино, обычно когда показывают какую-либо эстетику. Ну давайте уже начнем. Проще простого. Расчехляй рекордер, микрофон или диктофон и пиши. Начнем с первых же кадров. Пальчики. И послушаем. Очевидно, это очень тихий звук, сделаем погромче. Ого! Кроме пальцев слышно что-то еще. Шум. Вернее, много шума. И с таким бороться непросто, потому что нужные нам звуки слишком тихие. В целом из этого я и пытался выжить хоть что-то, когда выполнял этот проект. И такие танцы с бубном никому не пожелаю. Я показывал прошлую версию в соцсетях и именно тогда начал думать об апгрейде. Кстати, подключайтесь, делюсь находками и опытом. Итак, если прислушаться к разным ASMR видео, на фоне часто есть подобный шум. Но если вы записываете не тихие звуки, то на шум еще можно закрыть глаза. У нас же он явно великоват. Более того, с такой быстрой сменой кадров нужны сразу считываемые звуки, чистые и внятные. А видео спа-салона должно вызывать эмоцию уюта. Некачественный звук всегда отражается на впечатлении о бренде. В общем, нам нужна запись с минимальным шумом. Как ее получить? Для начала звукоизоляция. Если мы не в студии, не беда. Закрываем окна и двери. Выключаем всю технику, компьютеры, стиралку, холодильник и так далее. Или укройтесь одеялом. Ради одного раза можно. В реальности сложно найти место с полной тишиной. Все равно придется бороться с шумом. Надо принять эту правду. Но чем тише сейчас, тем проще потом. И это не все. Профессионалы знают, что самый вредный предательский враг там, откуда не ждешь, в записывающем оборудовании. Конденсаторы, предусилители и вообще вся электроника и провода дают шум. Поэтому при выборе рекордера ищем один из подобных параметров. Бывают, пишут по-разному. Нам важно знать, что чем эта цифра ниже, тем лучше. Но чаще вообще ничего не пишут. Поэтому ищем информацию из блогов профессионалов или читаем отзывы. Многим этот нюанс важен, поэтому скорее всего найдете. В моем сегодняшнем рекордере это значение минус 127, что считается вполне неплохо. И если у вас, как у меня, рекордер и микрофон это отдельное устройство, то важно помнить, что микрофон тоже имеет собственный шум. Сегодня мы будем писать этими микрофонами. На что смотреть при выборе микрофонов?
Signal to Noise Ratio или просто SNR – это отношение полезного сигнала к шуму. Чем выше эта цифра, тем лучше. Бывает еще пишут self-noise или собственный шум. Это наоборот, чем ниже, тем лучше. Это не самые тихие в мире микрофоны, но очень достойный вариант при своей цене. А еще тут весьма высокая чувствительность. То, что нужно для записи негромких звуков и атмосфер, потому что не придется выкручивать гейн, тем самым увеличивая шум. Ну и так для сравнения. Запишем какой-нибудь тихий-тихий звук на прежний рекордер и с новым сетапом. Это прежний, а это новый плюс отдельные микрофоны. Разница, конечно, есть и в окрасе, но что нам сейчас актуальнее? В громкости шума. Оба варианта сделаем погромче и слушаем. И здесь тихие звуки буквально тонут в шуме. А с таким уже можно справиться. Справедливости ради отмечу, что запись таких тихих звуков — это серьезное испытание вообще для любого микрофона. Я на самом деле очень доволен этим рекордером, вы могли видеть его во многих моих роликах, но он для своих задач. Итак, погнали! В целом это как запись звуков Фоули в кино. Важно передать характер. Если это легкие ударчики, то они действительно должны быть легкими. И поэтому очень важна бесшумная чувствительная запись. Совершенно не обязательно записывать именно те же предметы и те же самые части тела. Но если есть особые желания, то можно. Мелкие растирания, широкие, сухие, влажные, с маслом, кремом, мылом и в разном количестве звучат по-разному. Есть смысл записать разные фактуры, а потом подобрать, что лучше подойдет. А поскольку на каждую сцену отводится мало времени, есть смысл подбирать именно те источники, когда звук прямо ярко выражен, прям немного чересчур, чтобы сразу был ясен характер. В этом проекте мы занимаемся все-таки саунд-дизайном, а не документалистикой. Итак, у нас есть масса звуков. И даже несмотря на все меры, которые мы приняли, даже через закрытое окно я слышал низкочастотный гул с улицы. Конечно же, он есть и в записи, надо почистить. Но если бы мы записывались в максимально заглушенном помещении и с супер тихим оборудованием, я бы все равно полез в Spectral Layers или RX проверить наличие шума. Убираем его не прям до 100%, иначе полезут искажения. А с остатком шума разберемся позже. Потом закидываю в проект вместе с нашим видео. Так будет проще искать, что мы записали. И все. Подбираем, что звучит лучше. Особое внимание уделяйте деталям и динамике движений. Это то, что может легко выдать фальшь. Учитывайте скорость движений, интенсивность и силу звуков. Примерная грубая эквализация для удаления ненужного. Не забываем про фейды на концах клипов. И в таком ключе работаем с каждым фрагментом видео. Ускоряю, поскольку не всем такое интересно. Отмечу только, что иногда я наслаиваю разные звуки. Хорошо, что записали дополнительные варианты. Лейеринг и тут никто не отменял. Это касается, например, открывания крышки. Призвуки, которые имеются в разных фактурах, помогут быстрее понять, что происходит при быстром монтаже. А вообще, качество и скорость подборки звуков сильно зависит от слухового опыта, накопленного чувства вкуса. Поэтому советую тщательно и часто слушать качественные работы мастеров. Теперь насчет остатков шума. Некоторые звуки я делал тише и громче, поэтому и шум где-то не заметен, а где-то вылез наружу, как в этих ударчиках. Какие варианты? Попробовать еще раз шумодав. Пусть будет Clear, известный, на основе искусственного интеллекта. В целом неплохо, но немного страдают некоторые удары. Будь это голос, а не что-то похожее на лишние призвуки, сработало бы точно лучше. Можно попробовать экспандер. Кто не в курсе, это компрессор наоборот. Если компрессор уменьшает разницу между тихими и громкими звуками, то экспандером громкие звуки, у нас это ударчики, можно сделать громче, а тихие, у нас это шум, тише. Я попробовал сразу два. Вот так это звучит. Именно так я очищал звуки в прошлый раз. Сейчас еще ничего, но срабатывает не всегда, особенно если звуки сильно утоплены в шуме. А можно разложить наш звук на 3 слоя. Тональные составляющие нам не нужны.
Уходит низкочастотный гул и уже получше. Транзиенты – это и есть наши удары. А шум я просто приберу до более комфортного уровня, но опять же не в ноль. Этими тремя способами я пробежался по всем отрывкам, что где лучше работает. В основном использовал экспандер. С таким уровнем шума он хорош, не стоит его недооценивать. Подобный есть, наверное, в каждом аудиоредакторе. И рекомендую проверять наличие шума в разных наушниках. Открытых, закрытых и особенно в затычках. Вот где они точно пригодятся. А был ли смысл записывать именно те же части тела? Для теста я попробовал еще раз, но теперь с лицом. Все то же самое, но теперь дополнительно подключил бинауральные микрофоны, чтобы оценить, нужен ли тут 3D-эффект. Про это я рассказывал ранее. Очень занятная штука, посмотрите потом. Ну и узнал у жены о специальных кремах, которые высыхают и потом снимаются как пленка. В свое оправдание сказал бы, что я сделал это только для видео, но это было бы отмазкой. Итак, вывод. Совершенно точно можно было писать только руки. Разница в звуке ничтожна. Но второй подход помогает точнее передать микродинамику движений. Плюс появились еще варианты для выбора, как эти ватные диски, дополняющие друг друга. А, например, вот эта капля просто бесценна. Ну а маска незаменима. Кстати, некоторым слоям я подмешал бинуральные записи для обогащения тембра, увеличения объема и ширины стерео. Еще я добавил женское дыхание, но не просто, лишь бы добавить. Если тщательно продумать места, причем так, чтобы они не мешали остальному, можно этим добавить эмоций. Я записал дыхание жены. Это совсем не мужское дыхание, мое не подошло. Не забудьте при этом использовать ветрозащиту, иначе попортите все дубли. Кстати, один из выдохов все-таки мой. Угадайте и напишите в комментариях, какой именно и почему именно в этом месте. Но сперва еще одна деталь. По желанию можно добавить на фон какой-нибудь ambience. Я добавил один общий непрерывный звук, который будет склеивать все звуки и кадры между собой. Это даст ощущение однородности и поддерживающей подушки. Это может быть мелодия, какой-нибудь атмосферный дрон или румтон. Зависит от задач. У меня именно румтон или звук комнаты. Вот с ним. И без него. Он очень тихий, но это не тишина. Не все знают, что именно этот нюанс добавляет ощущение воздуха и жизни. Звуки больше не подвешены в вакууме. Эмбиенсы — это часто широкие звуки, поэтому я увеличил охват стерео и просто записал комнату. И я говорил, эти микрофоны очень чувствительны. Я вот трижды переписывал, и вам советую заранее позаботиться о том, чтобы никакая крыса, в моем случае буквально, не шумела, а в животе не урчала. Так, ну а на мастер-канале у меня никаких обработок, кроме поднятия общего уровня громкости и лимитера. Но пришлось вытягивать громкость последовательно несколько раз. Все-таки было очень тихо. В общем, рекомендую и вам поработать с исключительно тихими звуками. Хотя бы ради того, что после этого ваш слух начнет испытывать непередаваемое удовольствие от простых шорохов и касаний. Как в фильмах, так и в жизни. Ну и в целом все. Поделитесь, как вы работаете с тихими звуками и боретесь с шумом. Буду рад вашим советам. Всем сочного звука. Пока.